Всех приветствую на канале, с вами команда Moahitим. Наша команда широко известна благодаря нашим радиоприемникам. На основании этого решил сделать серию видео о радиоприемниках, их типах, характеристиках, значимости этих характеристик в реальной жизни, технических сложностях, но обо всем по порядку. По основному назначению радиоприемники бывают разные, как и девушки, черные, белые, красные, а именно радиовещательные, телевизионные, связные, пеленгационные, радиолокационные, для систем радиоуправления, измерительные и прочие. Но большинство из нас интересуют радиоприемники радиовещательные и связные. В данном видео хочу рассказать вам о классификации радиоприемников по принципу построения приемного тракта, которые бывают прямого усиления, прямого преобразования, регенеративные, их производные, например, сверхрегенераторы, супергетеродинные с одним и более преобразованиями частоты и классика жанра радиоприемники детекторные. В данном случае я не выделил SDR в отдельный класс, так как SDR радиоприемники могут быть построены на базе радиоприемных трактов с прямым преобразованием, либо входить в состав супергетеродинов. Для того, чтобы было понятно практическое применение, преимущества и недостатки для того или иного класса радиоприемников, необходимо сделать систематизацию характеристик радиоприемников. Основные характеристики радиоприемников. Диапазон принимаемых частот – это та область частот, в пределах которой возможен радиоприем. Виды модуляций. Наиболее часто нам, как обывателям, встречается амплитудная модуляция, например, при радиоприеме на коротких волнах, и частотная, например, при приеме FM радиовещательных станций. Если мы хотим услышать любительский диапазон частот, то нам потребуются виды модуляции: однополосная модуляция SSB, узкополосная частотная модуляция NFM. Есть и цифровые виды радиосвязи типа радиотелетайп, PSK, SSTV, FT8, Digital Voice, DRM, DMR и прочее. Чувствительность – это характеристика радиоприемника, описывающая его способность принимать слабые сигналы. Динамический диапазон, который бывает разный по блокированию, по интермодуляции второго порядка, по интермодуляции третьего порядка. Эта характеристика описывает способность радиоприемника осуществлять радиоприем в присутствии мешающих одного или многих сигналов. Избирательность по соседнему, зеркальным и побочным каналам приема. Эта характеристика описывает, как радиоприемник подвержен влиянию сигналов за пределами основной принимаемой полосы. Например, избирательность по соседнему каналу приема характеризует, как нам будет мешать соседняя радиостанция при приеме в пределах одного диапазона. Звуковая выходная мощность – это то, как громко может звучать радиоприемник. Потребляемая мощность, я думаю, что здесь все понятно. Для батарейных радиоприемников важной может быть характеристика время автономной работы. Входное волновое сопротивление радиоприемника – тоже важная характеристика, определяет, какие типы антенн можно использовать. Часто и у радиоприемников, и в том числе у наших радиоприемников серии Moahit, есть два типа входа – 50 Ом и High-Z. 50 Ом вход нужен для подключения длинных полноразмерных антенн, например, для диапазона коротких волн, или для УКВ антенн. А высокоомный вход или High-Z вход нужен для подключения коротких антенн типа телескоп для радиоприема длинных, средних и коротких волн. Прочие характеристики типа наличия линейного выхода, органов управления, габаритов не рассматриваю. Более детально о характеристиках радиоприемников и способах их измерения я расскажу в следующих видео. Перед нами самый простой, самый классический радиоприемник. Он называется детекторный. Данный тип радиоприемников является самым старым. Его преимущество – это предельная простота, минимум деталей и отсутствие электропитания. Вам не нужны батарейки или электрическая сеть. Это важное преимущество перед всеми остальными классами радиоприемников. Многие увлеченные радиотехникой собирали подобные радиоприемники. Подобные радиоприемники были широко распространены до 40-х годов прошлого века, а среди начинающих радиолюбителей иногда и сейчас пользуются интересом. Данные радиоприемники использовались в основном для приема длинных, средних и коротких волн. Принцип работы очень прост. Индуктивность L1 и конденсатор C1 образуют колебательный контур, который выделяет сигнал требуемой частоты. Вводимый сигнал поступает на диод VD1, который осуществляет амплитудную демодуляцию. Далее сигнал поступает на наушники. При этом особенность, что наушники должны быть высокоомными и иметь сопротивление хотя бы в несколько килоом. К недостаткам радиоприемника можно отнести низкую чувствительность радиоприемника. Он не имеет каскадов для усиления, и основными факторами, связанными с чувствительностью радиоприемника, являются длина используемой антенны, характеристика наушников и диода VD1. И второй главный минус радиоприемника – это низкая избирательность. Вы можете принимать сразу несколько станций на одном диапазоне, что не всегда удобно.
Дальнейшим развитием радиоприемников являются радиоприемники прямого усиления. Это по сути усовершенствование детекторного радиоприемника за счет добавления каскадов усиления по высокой и низкой частоте. Схемы данных радиоприемников имели обозначение типа 1V2, что означало, что приемник имеет один каскад усиления по высокой частоте и два каскада по низкой частоте. Бесконечно сигнал усиливать было нельзя, при определенных коэффициентах усиления может потребоваться введение автоматической регулировки усиления, иначе приемник будет слушать некомфортно. Конечно, для работы подобных радиоприемников уже стало требоваться электропитание, зато решалась проблема слабой чувствительности. Однако проблема слабой избирательности радиоприемника никуда не ушла. На одном диапазоне соседние станции могут попадать в основной канал приема. Регенеративный радиоприемник или регенератор. Регенеративный радиоприемник представляет собой приемник прямого усиления с регулируемой положительной обратной связью. Именно с помощью положительной обратной связи увеличивается эквивалентная добротность входного контура, что эквивалентно возрастанию амплитуды входного сигнала на нем. При возрастании добротности полоса пропускания контура уменьшается, возможно эффективное выделение узкополосного сигнала, такого как речевое сообщение или телеграфной посылки. Полоса пропускания приемника растет с ростом рабочей частоты, на коротких волнах полоса пропускания составляет около 10 кГц и более, что ограничивает область применения. Преимущество данного радиоприемника – это высокая чувствительность и избирательность с учетом его простоты. Следующее преимущество – это простота и дешевизна, низкое потребление энергии и отсутствие побочных каналов приема. Недостатки – излучение помех при работе в режиме генерации, и данный класс радиоприемников требует от пользователей знания принципа работы и навыков управления этим радиоприемником. В настоящее время радиоприемники не сильно распространены, хотя есть и современные реализации для приема любительских диапазонов. Теперь перейдем к более сложному, но и более качественному типу радиоприемников – это приемники прямого преобразования. Данный класс радиоприемников более сложный, однако эта сложность позволяет улучшить характеристики радиоприемника. На структурной схеме мы видим структуру радиоприемника для приема амплитудной модуляции. Назначение основных узлов. Z1 – входной полосовой фильтр, обеспечивающий фильтрацию сигнала, поступающего из антенны, повышает избирательность радиоприемника по побочным каналам приема. U1 – это смеситель, он переносит сигнал, поступающий из антенны, в область низких, уже слышимых ухом частот. Head – это гетеро-1, формирует сигнал с нужной частотой для работы смесителя. Z2 – фильтр частот, он фильтрует сигнал F после смесителя. А и СПК – это усилитель низкой частоты и динамик соответственно. Приемник называется радиоприемником прямого преобразования, так как требуемый высокочастотный сигнал переносится сразу в область низких частот. Радикальное преимущество перед детекторными радиоприемниками и приемниками прямого усиления – это значительно лучшая селективность. Она обеспечивается как за счет использования смесителя, который сам по себе обладает избирательным свойством, так и за счет фильтра Z2, который работает на низкой частоте, и его несложно сделать с высокой прямоугольностью. Недостаток данного класса радиоприемников – это прием по зеркальному каналу. Например, приемник, приведенный на структуре, обеспечивает прием сразу двух боковых полос, так называемый режим DSB. И это часто неудобно для приема любительских сигналов, когда любительские диапазоны загружены станциями. Чтобы принимать сигналы лишь с верхней боковой полосой или нижней боковой полосой, необходимо усложнять структуру смесителя и использовать дополнительный узел, фазовращатель. Отмечу, что структура многих аналогов SDR построена по принципу прямого преобразования. Среди радиолюбителей данные радиоприемники получили широкое распространение и популярны до сих пор. Основной вклад в популяризацию радиоприемников и техники прямого преобразования в России и бывшем СССР внес Владимир Тимофеевич Поляков, его позывной роман Анна-3, Анна Елена. Владимир Тимофеевич Поляков разработал много конструкций трансиверов и радиоприемников и опубликовал их в технической литературе. Самый сложный и одновременно самый качественный тип радиоприемников – это супергетер-1. В отличие от всех предыдущих типов, данный тип основан на принципе преобразования принимаемого сигнала в сигнал фиксированной промежуточной частоты с последующим ее усилением. Основное преимущество супергетер-1 перед радиоприемником прямого усиления в том, что наиболее критичные для качества приема части приемного тракта, это узкополосный фильтр, усилитель ПЧ и демодулятор, работают на фиксированной частоте, что позволяет выполнить их с значительно лучшими характеристиками. Упрощенная структурная схема супергетер-1 с одним преобразованием частоты приведена на рисунке. Радиосигнал из антенны подается на вход усилителя высокой частоты, а затем на вход смесителя, осуществляющего операцию преобразования сигнала по частоте.
На второй вход смесителя подается сигнал гетеродина. На выходе смесителя образуются сигналы с частотой, равной сумме и разности частот гетеродина и понимаемой радиостанции. Сигнал постоянной промежуточной частоты выделяется с помощью полосового фильтра и усиливается в усилителе ПЧ, после чего поступает на демодулятор. Часто используемое значение промежуточной частоты – это 455 кГц, 465 кГц, 500 кГц, 8,8 МГц, 10,7 МГц, 21,5 МГц. В связных и высококлассных вещательных приемниках применяют двойное, а иногда и тройное преобразование частоты. Преимущество супергетеродина – это высокая чувствительность. Супергетеродин позволяет получить большее усиление по сравнению с приемниками прямого усиления. Высокая избирательность, обусловленная фильтрацией сигнала в канале промежуточной частоты. Фильтр ПЧ можно изготовить со значительно более высокими параметрами, так как его не нужно перестраивать по частоте. Возможность принимать сигналы с модуляцией любого вида, в том числе амплитудной, частотной и однополосной модуляцией. Недостатки супергетеродина. Наиболее значимым недостатком является наличие так называемого зеркального канала приема, второй входной частоты, дающей такую же разность с частотой гетеродина, что и рабочая частота. Сигнал, передаваемый на этой частоте, может проходить через фильтр ПЧ вместе с рабочим сигналом. Помехи от зеркального канала уменьшают, как правило, за счет использования более эффективных или более качественных входных полосовых фильтров, которые будут давить станции, присутствующие в зеркальном канале радиоприемника. Также в супергетеродине возможен паразитный прием станций, работающих на промежуточной частоте. Его предотвращают экранированием отдельных узлов и приемников в целом, а также применением фильтров пробок. Также недостатком супергетеродина является более высокая стоимость, в том числе стоимость хорошего фильтра по ПЧ. Ну и общая сложность изделия здесь гораздо выше, чем для более простых классов радиоприемников. В целом супергетеродин требует гораздо большей тщательности в проектировании и наладке, чем прочие классы простых приемников, типа прямого усиления, например. Данный тип радиоприемников получил очень широкое распространение и является одним из основных в настоящее время. В заключение поделюсь своим опытом. У меня был опыт сборки всех типов радиоприемников. Самым первым собранным мной радиоприемником был детекторный радиоприемник. Он шипел, но станции не принимал, так как не было длинной антенны, необходимой для нормальной работы. Приемники прямого усиления собирал и активно ими пользовался, в то время, когда радиовещание на средних волнах в России еще было. Можно было спокойно принимать местные станции. Регенеративные приемники тоже собирал для раций на 27 МГц и для радиоприема вещательных станций FM-диапазона. Приемники прямого преобразования тоже собирал, но не особо охотно и активно их использовал, так как все-таки хотелось принимать станции с нужной боковой полосой, да и модно было собирать трансиверы с супергетеродинным радиоприемником с ПЧ 500 кГц с фильтрами типа МФ, либо с ПЧ 8,8 МГц с заводскими фильтрами типа FP2P-410, либо самодельными из 8 кварцев. Были собраны трансиверы Аматор на диапазон 160 метров, ES-99, Mini-ES, HDK-97, построенные на базе трансивера Роса. Это были сложные, но и качественные устройства. Всем желаю здоровья, меньше помех и приятного провождения времени за прослушиванием эфира.